Всем привет! Мне повезло сегодня оказаться в интересном и по-своему уникальном месте. Это село Першетравневое, Змеевский район Харьковской области. Что в этом месте есть такое примечательное и почему я сюда отправился, смотрите в этом видео. Это уникальное место называют Спасов Скит. Очень интересна история его возникновения. Дело в том, что именно в этот день, 17 октября 1888 года, по пути из Севастополя в Москву, вблизи местечка Борки, произошло крушение императорского поезда. Причиной случившегося было то, что два более мощных по сравнению с пассажирскими товарных паровоза тянули состав из 17 вагонов с недопустимо высокой скоростью. Вследствие возникшей качки на одном из поворотов поезд, в котором ехал российский император Александр III, с семьей сошел с рельсов. А точнее, крушение произошло между станциями Тарановка и Борки, не доезжая 48 верст до Харькова. Крушение было полным, разогнанные задние вагоны со страшной силой налетели на передние. Императорская семья с ближайшей свитой в это время оканчивали завтрак. Сильный толчок сбросил их с мест, затем последовали второй и третий удары. Стены вагона сплюснулись, пол провалился, и все, кто находился в вагоне-столовой, оказались на насыпи, придавленные опустившейся крышей. Великий князь Георгий Александрович ударной волной был вынесен в сторону. Князь Оболенский, сидевший с ним рядом на трапезе, был сброшен внутрь. На другом конце вагона убит наповал один из служителей и тяжело ранен другой. Государь же, императрица и цесаревич остались невредимыми, несмотря на то, что весь вагон был полностью искорежен. В литературе широко распространилась легенда, что Александр III благодаря своей огромной физической силе удержал падающую крышу вагона и спас жену и детей. В действительности царская семья, находившаяся в столовом вагоне, не пострадала только в силу того, что его стены сдвинулись и предотвратили падение крыши. В то же время в результате катастрофы 21 человек погиб, 35 было ранено. Чудесное спасение Александра III семьей положило начало строительству множества храмов, посвященных этому событию. На месте крушения поезда в 1891-1894 годах были воздвигнуты храм Христа Спасителя и часовня Нерукотворного Спаса. Проект этих сооружений, являющихся единым целым, разработал академик архитектуры Роберт Марфельд. Храм, рассчитанный на 700 человек, располагался в 60 метрах от железнодорожной насыпи. Построенный в русско-византийском стиле в 17 веке, он представлял собой величественное сооружение, с трех сторон окруженное крытой галереей. Алтарем храм был обращен на восток, то есть к полотну железной дороги. Часовню воздвигали на том месте, где находился вагон-столовая. Она состояла из пещерной части, расположенной в железнодорожной насыпи, и четырехгранной башни с золотой главой и крестом. Сооружением Спасова Скита ведала Святогорская обитель. Позднее он был передан в ведение Министерства путей сообщения. На деньги железной дороги и добровольные пожертвования здесь были построены больница и дом для престарелых железнодорожников, открыты церковно-приходская школа, народная бесплатная библиотека. Спасов Скит притягивал к себе многих верующих. Несколько раз приезжал сюда и император. В годы Второй мировой войны святыни в Борках разделили судьбу многих памятников архитектуры. Храм Христа Спасителя был полностью разрушен, а часовня потеряла купол и затем много лет использовалась как склад. В 1992 году силами местных жителей началось восстановление часовни. Затем в этот процесс включилась Южная железная дорога, и летом 2003 года ее реконструкция была завершена. Вот как это происходило. Реставрационные работы велись без лишней суеты и шума. Кирпичик за кирпичиком восстанавливали железнодорожники старинную кладку стен часовни, кропотливо воссоздавая первозданную красоту. Восстановить здание значительно труднее, чем построить новое. Железнодорожникам Южной не только пришлось достраивать разрушенный верхний ярус, но и в буквальном смысле латать дыры.
ведь стены часовни хранили следы военных бомбежек и десятилетий атеистической разрухи. Строителям досталась нелегкая задача, не нарушая целостности архитектуры, возродить каждый фрагмент часовни. И как весной пробуждается природа и распускаются цветы, так воссиял в лучах солнца золотой купол Спаса Нерукотворного. К сожалению, в наши дни былое величие этой местности утрачено, и паломников сюда приезжает не так уж и много. Но каждый, кто здесь побывал, ощущает невыразимую притягательность этой территории. Рядом с храмом разбита аллея, где расположены мемориальные места, такие как место захоронения фрагментов тел погибших при крушении. Аллея и парк ухоженные и чистые. Я не встретил прогуливающихся по ним людей. Да я и сам с удовольствием побродил среди этих красивых деревьев. Вот на этом большом каменном пьедестале до 1917 года был бюст Александра III. Вообще, в 1890-х годах здесь было мало деревьев. Казалось, что гигантский храм просто стоит в поле, выдернутый из огромного города. Говорят, что блеск его купола был виден с Холодной горы в идеальную погоду, это 33 километра. Любопытно, что в комиссию по децаризации комплекса после февральской революции входил всем известный архитектор Виктор Величко, который руководил постройкой часовни. С тех пор прошло много лет, и окружающая территория вновь пришла в упадок. Здесь явно ходит мало людей, из тротуаров плитки растет трава, фонари покосились и разбиты. Отделка лестницы рассыпается. Община собирает деньги на храм, но вряд ли в ближайшей перспективе это удастся. Вот такой он Спасов Скит, со своей интересной историей и судьбой. Ну а мы, покидая это место, зайдем в одну достопримечательность села Першотравневое. Я думаю, что никто не будет против. И вот та самая достопримечательность в поселке Першотравневое Харьковского района
о которой я говорил, если это можно назвать достопримечательностью. Памятник в центре села установлен на братской могиле, в которой похоронено 16 воинов, погибших в боях за поселок. Дорогие друзья, уважаемые зрители, я благодарю вас за видео-прогулку вместе со мной по Харьковской области. Это было первое, но не последнее видео о поселках и городах, а также достопримечательностях Харьковской области. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие города Харьковской области вы бы хотели увидеть на канале. Приоткрою тайну и скажу, что следующим городом Харьковской области на канале будет Люботин. И, конечно, напишите, как вам Спасов-Скит, понравился или нет, бывали ли вы здесь, пишите, это очень интересно. Также не забывайте ставить лайки под видео и, конечно, подписываться на канал, если вы не подписаны. А еще попрошу поделиться видео с друзьями в соцсетях. Это лучшая благодарность за мои старания. Благодарю вас за внимание. Всем здоровья, мира и добра. С вами был Алекс Моторный. До новых встреч!